Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим, как связать вот такой узор. Этот образец я вязала из хлопковых ниток. Итак, давайте перейдем к рассмотрению самой схемы. И сейчас я вам немножко поясню. Простота узора заключается в том, что его раппорт всего лишь на 5 петлях. То есть каждая вот эта линия, это и есть раппорт. Как вы видите, вязание начинается с одной изнаночной петли, потом 3 лицевых и 1 изнаночная. Второй ряд вяжется по рисунку. Вот в третьем ряду как раз идет формирование самого узора, вот этой перемычки, которая здесь хорошо видна на этом узоре. А далее в четвертом ряду идет формирование с помощью накида вот этих дырочек. Далее, после четвертого ряда, вязание повторяется, начиная с первого. Что касается вот этого элемента, это мы с вами отдельно рассмотрим уже в процессе вязания. Я покажу, как он вяжется и что это за элемент. Давайте теперь хорошо рассмотрим узор на образце. Посмотрите, насколько ровно ложатся вот эти перемычки, так, и формируются вот эти дырочки. Посмотрите, какие они ровные. Как бы я ни растягивала этот узор, они остаются ровными и красивыми. Я думаю, что на летнем пуловере, на летней кофточке, на кардигане этот узор будет смотреться великолепно. Также таким узором можно вязать и палантин, почему нет? Вы видите лицевую сторону узора, а вот так выглядит изнаночная. Итак, давайте приступим к выполнению этого узора. Для того, чтобы выполнить этот узор в той технике, которая подойдет для летних вещей, я беру спицы номер 2,5, максимум номер 3. Вот такие у меня есть спицы. Итак, беру вот такую тонкую ниточку и набираю число петель, кратное нашему раппорту. Кратное 5. 25 петель плюс 2 кромочные. Итого 27 петель. Набираю я традиционным способом. Короткий конец нити я оставляю на большом пальце. Вот так. Длинный конец нити, который идет от клубка, я оставляю на указательном пальце. Вот таким образом. И начинаю набирать первый ряд. Всего нужно набрать 27 петель. Набирайте вместе со мной. Попробуем вместе связать этот образец. Вот у меня сейчас набрано 27 петель. Далее я вытаскиваю одну спицу, вязание переворачиваю и начинаю выполнять первый ряд. Первый ряд начинается с изнаночной петли. Итак, провязываю изнаночную, дальше 3 лицевых. Когда вы вяжете из такой меланжевой пряжи, как у меня, то здесь нужно внимательно смотреть, чтобы не пропустить ниточку. В моем случае это тонкую розовую ниточку, чтобы все ниточки легли на спицу. Итак, вот я провязала первый раппорт. После того, как я провязала вот эту изнаночную, я снова вяжу изнаночную. То есть начинаю второй раппорт вязать. Потом снова 3 лицевых. Таким образом у нас получается, что мы вяжем 3 лицевых, 2 изнаночных. Так, вяжем до конца ряда. И у нас должно получиться 5 раппортов. Первый ряд выполнен. Немножечко стоит растянуть вязание, потому что начальный наборный ряд, он стягивает вязание.
Чтобы оно в будущем смотрелось более ровно, немножечко его можно растянуть. Так вам удобнее будет рассмотреть раппорт. Итак, если мы сейчас посчитаем количество лицевых вот тут вот петель, да, лицевых вот этих элементов, то будет их 5. Итак, раз, 2, 3, 4, 5. Значит, все правильно, мы связали 5 раппортов. Вязание поворачиваем и приступаем к выполнению второго ряда. Второй ряд вяжется по рисунку. Что это значит? Это значит, что если у нас перед глазами лицевая, мы выполняем лицевую. Если изнаночная, вяжем изнаночную. Таким образом, над изнаночными петлями предыдущего ряда вяжем лицевые, а над лицевыми петлями предыдущего ряда вяжем вот таким образом 3 изнаночных. Вязание старайтесь не затягивать. И таким образом по рисунку вяжем до конца ряда. Все, довязали до конца второго ряда. Итак, у нас с вами выполнено 2 ряда. Смотрите, что у вас сейчас должно быть на спице. Вязание поворачиваем. Сейчас приступаем к выполнению третьего ряда, в котором есть вот этот элемент. Для кого-то это может быть новый элемент, кто-то, может быть, с ним уже встречался. Вот здесь я его отдельно нарисовала. Итак, давайте приступим. Как раз этот самый элемент и формирует весь узор. То есть весь узор формируется у нас на 3-м и 4-м ряду. Итак, кромочную снимаем, провязываем одну изнаночную по нашему рисунку 3-го ряда. Вот это изнаночная. Далее выполняем этот элемент. Следующую петлю, на схеме она обозначена вот так, снимаем ее как при изнаночном вязании. То есть, если я изнаночную вяжу вот так, беру петлю за заднюю стенку, да, таким образом я буду ее сейчас снимать как при изнаночном вязании за заднюю стенку. Вот таким образом. Я снимаю эту петлю на правую спицу не провязанной. Нить у меня остается за вязанием. Следующие 2 петли я провязываю лицевыми. Как обычно, провязала лицевыми. Вот. Вот посмотрите. Вот это снятая петля, вот это 2 следующих провязанные. Итак, на нашем узоре, на схеме снятая петля вот так обозначается. Эти 2 провязаны. Далее мы берем левой спицей, поддеваем вот эту снятую петлю, немножечко ее вытягиваем и 2 провязанных лицевых протягиваем сквозь эту изнаночную. И у нас получается вот такой элемент. Вот это та самая перемычка, о которой я вам говорила, которая видна на всем узоре. Вот она сейчас здесь формируется. Итак, мы с вами провязали вот такой элемент. Продолжаем наше вязание. После вяжем изнаночную. Так, вот раппорт закончился. Мы провязали вот эту изнаночную. И теперь возвращаемся к началу раппорта, снова вяжем изнаночную. Таким образом, после выполнения этого скрещенного элемента будет провязано 2 изнаночных. Далее снова делаем скрещенный элемент. Первую лицевую петлю снимаю, как при изнаночном вязании. Нить оставляю за рисунком. Далее провязываю следующие 2 лицевые петли лицевыми. Таким образом, все 3 петли, снятые и 2 провязанных, остаются на правой спице. После этого беру левую спицу, за переднюю стенку беру снятую петлю и 2 провязанных через нее протягиваю. При этом снятую петлю можно немножко растянуть. Вот такой получился у нас узор. И дальше провязываю 2 изнаночные.
Таким образом я буду выполнять 5 раппортов до конца ряда. Даже если вам поначалу покажется, что это сложно выполнить, такое перекрещивание, то со временем вы привыкнете и сможете связать вполне полноценную вещь. Итак, я уже близка к концу ряда. Выполняю заключительный раппорт, 5 в нашем образце. Все, выполнен 3-й ряд. Выглядит он вот так. Теперь переходим к 4-му ряду. Вязание переворачиваем. В 4-м ряду мы должны будем выполнить накид между 2 изнаночными петлями. Сейчас я вам покажу, как это делается. С помощью данного накида восстановится первоначальное количество петель нашего узора. Первая петля всегда лицевая. Далее провязываем изнаночную. После нее делаем накид. Далее снова вяжем изнаночную. А потом вяжем 2 лицевых. Вот таким образом. И так выполняем до конца. Еще одна особенность данного узора заключается в том, что вот эти 2 петли, которые были продеты в нашу с вами перемычку, в изнаночном 4-м ряду они располагаются очень близко. Вот посмотрите, как близко они располагаются. И наша задача их аккуратно разъединить и между ними вписать накид. Итак, изнаночная, накид, снова изнаночная. Вот мы их с вами разъединили с помощью накида. Изнаночная, накид, изнаночная. Дальше по рисунку 2 лицевых. Снова наши 2 изнаночные разъединяем. Между ними накид. Заканчиваем ряд одной лицевой петлей. Это изнаночный ряд. Он выглядит вот так. Мы таким образом провязали с вами 4-й изнаночный ряд, в котором восстановили первоначальное количество петель нашего узора. Вот таким образом вязание выглядит после того, как вы провязали 4-й ряд. А теперь нам предстоит начать вязание с 1-го ряда. 1-й и 2-й ряд это самые простые, выполняются лицевыми и изнаночными петлями, как вы заметили. Итак, снова выполняем 1-й ряд. Его особенность в том, что у нас вместо обычной петли имеется накид, который мы формировали в предыдущем ряду. Его мы будем провязывать лицевой петлей. Итак, там, где на схеме 3 лицевых, над накидом тоже лицевая. Вот посмотрите. Вот таким образом. Далее 2 изнаночных, лицевая, лицевая и лицевая. Так, снова 2 изнаночных. Снова 3 лицевых. И над накидом тоже лицевая. Итак, 2 изнаночных, 3 лицевых. Это снова повторяется 1-й ряд в нашем вязании. Изнаночная петля, кромочная и все. Итак, вот я выполнила 1-й ряд. Накиды провязала лицевой петлей. Вот сформировалась та самая дырочка, то самое отверстие, которое хорошо видно на образце. Итак, снова переворачиваем вязание.
Теперь мы снова вяжем второй ряд по нашей схеме, а в нашем случае это уже будет 6-й ряд. То есть у нас здесь идет лицевая 3 изнаночных, 2 лицевых, снова 3 изнаночных. Этот ряд, который состоит только из лицевых и изнаночных петель, вы провяжете довольно быстро. Я даже сейчас не буду на нем останавливаться и быстренько его провяжу. Вот так выглядит вязание с изнаночной стороны после того, как вы провязали в нашем узоре второй ряд, а уже по вязанию это 6-й ряд. Снова переворачиваем вязание, переходим к 7-му ряду. 7-й ряд будет соответствовать 3-му ряду на нашем узоре. Здесь как раз в 3-м ряду снова формируем ту самую поперечную вот эту вот петлю, снимаем первую лицевую, 2 следующих провязываем лицевыми, и теперь, немножко удлинив 3-ю петлю, 2 провязанных через нее протягиваем. Так, а вот здесь я увидела у себя ошибку. Посмотрите, я случайно провязала в предыдущем ряду вместо изнаночной лицевую, и у меня с лицевой стороны получилась изнаночная. Сейчас я это исправлю. Вот таким образом быстренько это исправляю. Снимаю первую, провязываю 2 следующих. И так до конца ряда. Я думаю, что мое объяснение для вас было понятным, поэтому сейчас продолжайте вязать точно так же по данной схеме, в этой же самой технике, не затягивая петли. Постарайтесь провязать для вашего образца хотя бы 5 поперечных вот этих вот петель вверх. Таким образом, вот этих, я не знаю даже, как их назвать, кругленьких элементов будет у вас тоже. Так, здесь у меня 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Тоже будет 5. И после этого вы сможете приступить к расчету петель. Об этом у меня будет отдельное видео. Итак, вот посмотрите, уже ячейка сформировалась. Здесь очень хорошо уже видно после выполнения 7-го, 8-го ряда уже хорошо очень видно вот сформированный рисунок. Вот посмотрите, здесь у меня уже сформирован 2-й ряд из этих ячеек. Надеюсь, что и у вас то же самое получилось. Дальше провязываете минимум 5 раппортов вверх, и таким образом у вас получится образец, с помощью которого вы сможете рассчитать необходимое вам количество петель для вязания какого-либо изделия. Дальше я провязывать не буду, я вам показала наглядно, как вязать этот узор. Надеюсь, что мое объяснение было понятным. А сейчас в заключение снова посмотрите, как будет выглядеть вот такой узор в разных цветовых сочетаниях. Приятного вам просмотра! Всего доброго! Пока!